Это удивительный суп. Сначала всем кажется, что это невкусно, а когда попробуют, всем нравится и все в восторге и просят добавки. Рецепт горохового супа моего мужа. Бульоны копчености можно брать любые, а я готовлю из того, что на сейчас есть. У меня около литра говяжьего готового бульона. На празднике делала салат из копченой курицы из окорочка. Остались обрезанные косточки и кожа. Заморозила, а сейчас пригодится. Отправляю все это в кастрюлю и доливаю еще воды. Всего около 2 литров. Пару лавровых листиков добавляю сразу, а также несколько горошин душистого перца. Можно и черный перец с горошком. Накрываю крышкой и отправляю вариться. Для зажарки нарезаю кубиком среднюю репчатую луковицу. На сковороду наливаю растительное масло. Добавляю туда репчатый лук, перемешиваю с маслом и отправляю жариться на среднем огне. А вы на канале готовим с вами вместе. Еще для зажарки беру небольшую морковочку. В супах люблю нарезать соломкой. Бульон варится, лук начал золотиться. И к луку добавляю всю морковь. Перемешиваю и пусть обжаривается все вместе. А теперь горох. На 3-литровую кастрюлю супа беру около 300 грамм колотого гороха. У меня это 2 чашки объемом по 160 миллилитров. А теперь горох промываю. Промываю холодной водой раза 3-4, пока вода не перестанет быть мутной. Попутно убираю мусор, который всплывает. А теперь горох заливаю холодной водой. У меня это 5 чашек объемом 160 миллилитров. Всего 800 миллилитров. Объем ковшика у меня 1,5 литра. На этот объем гороха и воды добавляю 1 чайную ложку с горкой соли. Перемешиваю и отправляю вариться. Горох закипел и снимаю пену. Горох перемешала и пусть варится на среднем огне. У меня горох прокипел 10 минут. Если горох проверить на готовность, то половинка гороха легко разрезается ножом. Оставляю горох в кастрюле вместе с водой. А теперь подготавливаю для супа все остальное. Очистила и нарезала 2 средних картофелины, измельчила 2 крупных зубочка чеснока и из морозилки достала зелень. Можно любую, укроп, петрушку, а у меня нарезанный лук-порей. Зелени я люблю побольше. Все это время варился бульон с косточками копченой курицы. Достаю косточки из кастрюли и отправляю в кастрюлю подготовленный картофель. Закрываю крышкой и отправляю вариться. Минут через 10 проверяю картофель на готовность. Легко разламывается, значит готов. И отправляю в кастрюлю всю зажарку. Суп закипел, и в кастрюлю отправляю подготовленный чеснок и зелень. А теперь солю. Приблизительно 1 чайная ложка на литр супа. Если суп густоват, то доливаю еще горячей воды. Закипело и выключаю. А за это время горох в кастрюльке набух и вобрал в себя немного воды. А теперь есть 3 варианта. Первый – переложить горох в контейнер на хранение без воды и добавлять горох прямо в тарелку. В этом случае каждая горошинка остается целой. Второй вариант – оставить горох до полного остывания в этой кастрюльке с водой. Тогда горох вберет в себя влагу, и часть горошин будет рассыпчатыми. И каждый раз добавлять в тарелку вместе с оставшимся отваром. Он придаст более гороховый вкус супу. Так нравится делать моему мужу. И третий вариант – весь горох вместе с водой отправить в кастрюлю с супом, закипело и выключить. Во всех 3 случаях горох получается мягким, но держит форму. Получается очень вкусный и необычный гороховый суп на основе обычного картофельного супа. А копчености можно совсем не добавлять. Попробуйте приготовить. Наверняка вам понравится.
Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!